10 жутких грибов и растений, похожих на человеческие части тела. Выбираясь на природу, мы получаем заряд бодрости, здоровья и оптимизма. Сколько счастья и удовольствия такие поездки приносят детям. Но оказывается, некоторые представители флоры могут надолго испортить впечатление от долгожданной вылазки на природу. В природе есть растения и грибы, внешне очень похожие на части человеческого тела. Природа любит время от времени добавить в этот мир пикантности. Итак, смотрим и запоминаем. Растение кукольный глаз. Один вид этого растения заставляет вздрогнуть. Растение белый воронец или кукольные глазки получило такое название благодаря своей необычной внешности. Его плоды похожи на языческий тотем с насаженными на него вырванными человеческими глазами. Зловещий вид является предупреждением, так как все растение очень ядовито. Листья, стебель, корни и белые цветы при прикосновении могут привести к появлению волдырей на коже, а при употреблении внутрь вызвать воспаление кишечника и остановку сердца. В медицине это растение используют при производстве лекарств с седативным эффектом и в гинекологии. Психотрия возвышенная или горячие губки. Это удивительное растение, психотрия возвышенная, невольно заставляет улыбнуться в ответ. Растет оно в тропических лесах, в основном в Колумбии, Коста-Рике и Панаме. Относится к семейству мареновых и представляет собой карликовые деревья, цветущие яркими цветами, так похожими на женские губки. Красный цвет заманивает опылителей колибри и бабочек. Когда предцветники открываются, внутри появляются соцветия в форме звезд и яркие синие овальные ягоды. Горячие губки являются популярным подарком в Центральной Америке, с помощью которого выражают свою любовь. Кору и листья дерева используют для лечения боли в ушах, кожной сыпи и кашля. К сожалению, вырубка лесов привела к тому, что сейчас психотрия находится на грани исчезновения. Львиный зев. Русские называют это растение собачками, англичане – кусающий дракон, французы – волчьей пастью, а украинцы – ротиками. Цветки растения львиный зев большой напоминают открытую львиную пасть. Древнегреческий миф рассказывает о первом подвиге Геракла, когда им был повержен немейский лев, славившийся своей свирепостью и неуязвимостью. Богиня Флора вручила Гераклу созданный ею в честь его победы прекрасный цветок, который назвала львиным зевом. В средние века львиный зев считался средством защиты от поисков дьявола, ведьм и прочей нечисти. Львиный зев – это ядовитое растение. В народной медицине настой и отвара из цветов львиного зева употребляют при сильных головных болях, водянке, одышке, при вздутиях кишечника, при открытых язвах на коже, фурункулах. Поздним летом, когда лепестки вянут и опадают, обнажается семянка, что придает растению вид черепа. Гриб Гиднелум пека или кровоточащий зуб. При первом взгляде на это чудо природы может показаться, будто он действительно забрызган кровью. Гриб можно перепутать с кровоточащим зубом, который уронили на землю. Сок выделяется из спор ночью из-за избытка влаги, накапливающейся в корнях. Гриб также называют клубникой со сливками, но не стоит его пробовать. Хотя он не ядовит, на вкус он горький и острый, что делает его несъедобным. Кроме того, он впитывает из окружающей среды тяжелый элемент цезий-137, радиоактивный изотоп, который при определенном уровне может быть токсичным. Исследования кровоточащего зуба показали, что он содержит атраментин, который обладает противосвертывающими свойствами. Сморчок – сумчатый гриб с красивой шляпкой яйцевидно-округлой формы, желтовато-коричневого окраса и небольшими ячейками, внешне напоминающими пчелиные соты. Сморчки очень ценятся кулинарами и в сезон могут быть довольно дорогостоящими. Однако в природе существует ложный сморчок, который является очень токсичным. К счастью, их можно легко отличить друг от друга. Делается это путем продольного разреза вдоль тела гриба. У ложного сморчка шляпка имеет волнистую лопастную поверхность, напоминающую кору головного мозга человека, и не привязана к ножке, а ножка ватная и плотная.
тогда как у истинных грибов ножка пустотелая, а шляпка сливается с ней и имеет решетчатую поверхность с углублениями и неровностями. Отравление ложным сморчком включает в себя такие симптомы, как диарея, головная боль, тошнота и рвота, а в больших количествах он может привести к поражению печени. Народное название гриба Иудина ухо во многих европейских языках происходит от библейской легенды об Иуде Искариоте, который повесился на бузине. Аурикулярия уховидная, как правило, растет группами на гниющих или живых деревьях. На ощупь гриб твердый, желейный и эластичный, а красновато-коричневая поверхность покрыта тонкими волосками и прожилками, напоминая по форме ухо человека. Гриб снижает уровень холестерина и уменьшает свертывание крови. В Японии и Китае это популярный деликатес, который нередко называют «мясо без костей». В Китае его применяют в медицинских целях, начиная от лечения геморроя до легочных инфекций. Эти грибы можно найти в течение всего года. Гриб Anthurus archera также известен как пальцы дьявола. Антурус вырастает сначала в виде белой яйцевидной луковицы, а когда она лопается, появляются 4-8 красных пальцев с черными пятнами. Это липкая спороносная слизь, испускающая запах гниющего мяса и привлекающая насекомых, которые разносят споры гриба на большие расстояния. Состарившись, этот гриб теряет свою яркую окраску и становится похожим на чудовищные руки трупа, вылезшего из могилы. Хотя гриб не токсичен, из-за запаха он считается несъедобным. Когда студенистый гриб Аскакарина мясная растет на мертвой лиственной древесине, он похож на шарообразные мочки уха. Когда же грибы собираются в пучки, прижимаясь друг к другу, то начинают напоминать тонкий кишечник, особенно если они намокли от росы или дождя. Аскакарина мясная имеет ярко выраженный цвет, интенсивного фиолетового оттенка, время от времени красноватого мясного. Гриб полностью гладкий, не обладает отличительным запахом или вкусом и считается несъедобным. У аскакарины мясной было найдено вещество аскакарин, который препятствует образованию и размножению грамположительных бактерий. Родотус дланевидный имеет характерный розовый цвет и сетчатый рисунок на плотной шляпке. Размер, форма и цвет варьируют в зависимости от освещения, которое гриб получает на ранней стадии развития. Гриб внешне может напоминать сердце человека, желудок и даже губчатое легкое. Сетчатый рисунок на шляпке напоминает сосудистую систему внутренних органов. Когда в корнях накапливается большое количество влаги, у гриба через поры выделяется красный или оранжевый сок. Гриб обладает горьким вкусом и несъедобен. В Европе занесен в списки видов, которым угрожает исчезновение. Грибы рода лепиота часто внешне напоминают соски человека. Белая шляпка гриба лепиота буро-желтая, постепенно темнеет от цвета охры к темно-коричневому в центре. Поверхность гриба выглядит гладкой, как кожа, а сверху она покрыта тонкими коричневыми волосками. Намокнув, шляпка гриба свешивается от влаги, формируя сосок. Помимо своего весьма неприятного вида, этот гриб является ядовитым. Стоит отметить, что такое преобразование происходит постепенно, поэтому поначалу он неотличим от съедобного гриба-зонтика, что может увести неопытного грибника в заблуждение. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.